Всем привет, ребятки! Вы на канале Около Канады. С вами, как всегда, я, Ирина. И сегодня у нас такое максимально осеннее утро. Я за рулем, потому что мне нужно срочно заехать в студию и отвезти декорации, которые вы видите справа и позади от меня. Точнее, это просто мебель, да, которая мне нужна будет для моих декораций. Ребятки, у нас замечательное, прекрасное время. Осеннее, начинает все желтеть, у меня скоро будут фотодни. И я решила, что это как раз отличное время, чтобы обсудить бизнес в Канаде, ну и, собственно, возможности бизнеса в Канаде, ну и, конечно же, просто саму канадскую реальность и канадскую жизнь. Что, честно говоря, очень интересно, потому что мне кажется, что Канада сейчас такая страна, вот в которой реально хочется жить, только хотя бы благодаря тому, что там спокойно. Спокойно, нет никаких проблем, что здесь нет войн, да, нет ничего непонятного, здесь все стабильно, понятно, есть какие-то определенные политические вещи, которые, ну, вызывают вопросы у канадцев, пока у меня еще они мало вызывают вопросов, потому что я еще здесь слишком мало, это всего лишь идет 2 года и 1 месяц, как я в Канаде, но все же я могу сказать, что, ну, как бы здесь тоже не все гладко, это сладко, все говорят, типа, вот у людей чаще всего мнение делится на Канада, это ужасно плохо, и здесь нечего делать, до Канада это идеально, и здесь все прекрасно. То есть, и мне даже кто-то написал комментарий, что я идеализирую всю эту картину, что в Канаде не все так круто, как можно подумать, что у меня минимум негатива, максимум позитива. В целом, я могу сказать, что я по жизни такой человек. Я считаю, что лучше обращать внимание на плюсы, чем на минусы. Конечно же, видя и осознавая минусы, которые есть. Я также хочу сказать, что это вот такое вот качество есть и у канадцев. Они действительно очень позитивно настроенные люди и стараются всегда видеть во всех аспектах жизни именно вот позитивные моменты. Я считаю, что это очень приятно и классно, потому что если мы будем зацикливаться на негативе, который нам не нравится, то какой вообще смысл жить? Вот. Так что в этом видео я также продолжу со своей перспективы говорить о том, какие есть также и плюсы, как и минусы, но я просто хочу сказать, что я такой человек, который на самом деле больше смотрит на плюсы и всегда эти плюсы оценивает более, ну так, позитивно. И всегда эти плюсы видит больше, да. Поэтому, ребятки, бизнес в Канаде, да, начнем с того, что я открываю свой бизнес сейчас, и в целом я начинаю вот вести уже бизнес не просто, как я вела в последний год, где-то там онлайн, да, и со встречами с людьми, но уже начинается у меня также бизнес относительно того, что я арендую помещение и начинаю вести свой бизнес, ну, уже на одном помещении. Вот. И к чему я очень рада, потому что мне не хватало очень студии, я хотела, чтобы она у меня была, потому что зимой фотографировать это совершенно по-другому, чем когда ты фотографируешь летом. Летом ты можешь приехать себе на любую локацию, расставить все свои декорации и вообще не париться. Но зимой, конечно же, ну, куда ты пойдешь, если здесь, как вы знаете, в Канаде минус 30 бывает, минус 40, то есть деваться просто некуда. Ты обязан найти место, в котором ты будешь, ну, просто нормально принимать людей. Это касается любых аспектов, любого бизнеса, да. Совершенно без исключения. Вот. У меня трясется камера, я иногда поворачиваюсь назад. Может, для кого-то это будет сюрпризом, но на самом деле в Канаде очень важно, если ты точнее, это необходимость, да, ты не сдашь тест на права, если ты не будешь оборачиваться назад и делать такой так называемый shoulder check во время езды. То есть ты обязан повернуться налево и направо в сторону, куда ты там перестраиваешься и поворачиваешь, и убедиться, что рядом с тобой никого нет и ничего как бы ни тебе, ни другим не угрожает. Что для меня стало большим открытием, потому что, ну, в Европе у нас такого просто в странах СНГ такого нет. Но стало для меня большим открытием и также большим плюсом к безопасности, потому что действительно иногда машина может находиться в слепой зоне, и ты просто ее не видишь. И тогда, вот знаете, ты начинаешь перестраиваться, вроде все окей, у тебя, ну, как бы никаких проблем нет, ты перестраиваешься, и тут просто понимаешь, что машина рядом с тобой, ну, и так происходит просто авария, на самом деле. И это очень страшно, поэтому я считаю, что даже если вы живете вот в своих странах, ничего плохого не будет, если вы страхуетесь и посмотрите налево-направо, ну, в смысле, вот так, да, убедитесь, что рядом с вами не едет ни одна машина. Ну, это так, отхожу от темы, просто относительно таких интересных особенностей вождения в Канаде. Ребятки, да, студия. Открываю я себе свою студию, потому что
просто невозможно снимать, делать фотосессии, да, на улице, и мне нужно место какое-то, которое вот будет моим таким пристанищем и пристанищем для моих клиентов, которые любят мои работы. Таких людей достаточно много. Я счастлива, что люди оценивают то, что я делаю, и что они хотят себе такое же. Знаете, как вот говорят, что, например, фотограф тот же художник, да, и я вижу, что просто, ну, это ценно, да, а когда это ценно, это приятно. Что еще нужно, когда это ценно? Вот, поэтому, ребятки, я на самом деле счастливый человек в этом плане, и пока вот на данный момент все прекрасно, я надеюсь, так будет дальше. Поэтому относительно вложений и бизнеса тоже очень интересная тема, потому что это нельзя избегать, когда ты открываешь бизнес, да, должен все просчитывать обязательно и ну, понимать, что вложений будет достаточно много. То есть, если вы, например, приезжаете в Канаду совершенно с нуля, и у вас нет каких-то отложенных денег или постоянного заработка, который вас будет содержать, а плюс еще мало того, что содержать, нужно вкладываться кверху, сверху, да, поэтому нужно это учитывать. И если такого нет, то конечно же, ну, нужно подумать хорошенько перед тем, как открывать бизнес, ну или просто делать что ну, перед тем, как открывать бизнес. Но я думаю, что люди, которые будут открывать бизнес, у них по-любому есть такие средства, и страшного в этом ничего нет. Некоторые люди берут кредит на бизнес, вот, и вы можете просто, смотря чем вы будете заниматься, конечно, да, начинать вести уже прям сразу с вашего первого дня, там, второго, третьего, четвертого дня в Канаде. Многие так и делают, кстати. Вот. Ну, все же я, наверное, рекомендую освоиться, немножечко привыкнуть к жизни в Канаде, да, посмотреть твое, не твое. Но если вы уже тут, и вы думаете насчет того, чтобы открывать бизнес, то, конечно же, нужно просчитать все вложения. Лично у меня, я еще точно сумму сказать не могу, потому что я не закончила еще с открытием студии. Вот когда я закончу, я тогда, наверное, смогу вам сказать точную сумму, сколько это у меня все вышло. Пока что у меня достаточно недорогая аренда, потому что я сняла маленькое помещение. И в целом мне это, ну, как бы, с одной стороны нравится, с другой стороны нет. Отключилась у меня камера, упала из-за этих горок, прыгает. Так вот, лично для меня это был неплохой вариант, потому что, во-первых, очень в Калгари дорого, и тоже нужно, вот если вы будете о своем бизнесе думать, нужно подумать о том, что здесь очень дорого. Например, аренда — это очень дорого, то есть какое-то нормальное побольше помещение снять, это 4-3 тысячи долларов нужно будет потратить каждый месяц, да, и просто, ну, вот так вот отдавать каждый месяц. То есть вот нужно все, что это просчитать, чтобы это было прибыльно и так далее. Конечно, что тут говорить? Я думаю, люди, которые понимают, что такое бизнес, они прекрасно понимают, что без просчета тут никак не сделаешь. Ну, то есть можно сделать, конечно. Я тоже не скажу, что я прям мега-супер расчетливый человек, но лучше считать, потому что на самом деле и опыт показывает, что есть некоторые, нужно, ну, просто следить за всеми своими финансами. И я, честно говоря, не идеал в этом, я стараюсь учиться этому и надеюсь, что у меня получится, потому что это очень важно. Вот. Ну, в целом, конечно же, что нам нужно? Деньги, найденное помещение, ну и разрешение от самого канадского правительства, government, да, вы должны идти в government и открывать там свой бизнес, получать разрешение, проходить пожарную инспекцию, ну, все как у людей, так сказать. И вы должны это делать, ну, просто потому что это просто потому что это обязанность каждого человека, который начинает бизнес в Канаде. И этого нельзя избежать. Это не как у нас, что вы можете себе раз пришли и все делать уже ничего не нужно. Не обязательно нужно, обязательно это вообще никогда нельзя этого избегать. Обязательно нужно получать разрешение, пожарную инспекцию и все остальные дела. Все это нужно обязательно делать. Так, ребятки, я пакуюсь. Еще один лайфхак, который меня научил муж. Сначала ставить на нейтралку, а потом поднимать ручник, и только потом уже ставить на паркинг, чтобы не убивать коробку. Вот такие дела. В помещение вот тащу мои декорации на фотосессии. Здесь совершенно никого нет. Я не знаю, как так, но в субботу-воскресенье люди не работают в Канаде. Я работаю всегда. Вот так. У меня даже не знаю, когда последний раз был мой выходной день. Ну, что сказать. Может, когда-то я тоже смогу себе такое позволить, но на данный момент никак. Смотрите, что у нас тут есть. Пока что на данный момент установлена одна зона. Это я для съемок использовала себе. Это видочек очень даже неплохой.
Вот, я уже подготавливаю всякие декорации. У меня уже стульев просто куча, на самом деле. Вот. Ну и здесь будет самая главная фотозона. Очень минималистично, потому что помещение небольшое, но и в таком небольшом помещении можно делать замечательные фотки. Только, понятно, не гигантский групп людей. Но если ты профессионал, у тебя все прекрасно, так, как конфетка получится, потому что ты знаешь, что делать с этой камерой. Вот так, ребятки. Ну, вот такое помещение стоит небольшое. Сколько здесь? 160 square foot. Я уже не помню, как это переводить в метры, переведите сами. Оно стоит 1100 с чем-то долларов в месяц, и ты должен вот это вот все оплачивать. Ну, конечно же, я надеюсь, что все будет того стоить. В случае чего всегда можно, если что-то идет прям не так, ну, знаете, вот если волнуетесь, что вот у меня что-то не получится, если что-то не получается, пробуй по-другому или, не знаю, закрывайся и делай что-то другое. То есть, ну, как бы у меня таких страхов особо нет. Не получится, не получится, получится, будет круто. Я знаю, что я просто делаю какие-то вещи, которые полезны для людей, которые будут людям интересны и которые обрадуют людей. То есть для меня вот это вот именно важно. Я не иду в бизнес, например, за какими-то миллионами, да, понятно, это заработок денег, это хорошо, это моя профессия, можно сказать, но я не ориентируюсь только на деньгах. У меня вот, знаете, самая большая оплата, как бы это ни было, знаете, так звучало странно, это вот улыбки клиентов и радость от того, что я могу принести что-то хорошее. А мне кажется, фотографии, то, что остается людям на многие годы жизни, это круто. Видите, ребятки, я сегодня в дороге, отвезла все на студию и собираюсь ехать домой. Поэтому в целом я хотела бы вас поблагодарить за просмотр этого видео. Обязательно буду обновлять новости относительно того, что происходит, как развиваются события. Ну и, конечно же, на моем канале будет еще очень много интересных подкастов, опросов и всего-всего крутого. Так что обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. Буду очень рада вашей поддержке. И обязательно ставьте комментарии. Я просто так ценю ваши комментарии, вот вне зависимости от того, какие они есть. Для меня они действительно очень важны. Поэтому, если хотите поддержать видео и меня, оставьте, пожалуйста, свой комментарий. Вот что вы думаете о Канаде и о, конечно же, бизнесе в Канаде? Стоит того, не стоит? Я лично считаю, что стоит. Стоит везде, где бы вы ни были. Потому что бизнес — это не только про деньги, это про личностное развитие, это про душевное состояние, и это про движение вперед. Лично для меня так. Поэтому, ребятки, буду рада вашим комментариям, вашим лайкам, конечно же, подпискам. Ну и до скорых встреч, до следующего видео. Пока.